Привет, сегодня просто такое разговорное видео. Я бы хотела затронуть в этом видео несколько тем, которые кажутся мне наиболее важными в плане размышлений каких-то, да, то есть я думаю над ними очень долгое время, я не перестаю о них думать. Даже когда я там занимаюсь какими-то делами, да, они у меня всплывают, хотя раньше такого не особо сказать, что много появлялось. Но как будто с возрастом это начинается, да. Первое, что я должна обсудить, это то, что мне кажется, словно вот с годами проживания в этом мире, вне зависимости от того, в какой бы стране мы ни находились, да, в каком бы городе, все сводится к тому, что это и очевидный факт, конечно, но мы никуда не уходили от монархии, да, от монархического общества, от каких-то социальных статусов. И я бы сказала, что это меня тяготит, но я скорее не понимаю того, почему люди это не осознают, да. То есть люди могут оправдываться, говорить, что этого нету, но оно незримо присутствует, как какой-то вот призрак ушедшей эпохи. Это о том, что вот до сих пор существует аристократия какая-то, да, то есть аристократическое общество, существует вот этот вот диссонанс того, что есть бедные и богатые, да, но от этого никогда никуда не деться, да, каким бы общество ни было, оно будет подразделяться на бедных и богатых, да, на тех, кто заработал какой-то капитал, на тех, кто не заработал какой-то капитал, но словно с развитием искусственных технологий, да, искусственного интеллекта, этот разрыв будет становиться все больше и больше. Почему я об этом думаю? Потому что мы вот можем говорить, что творческих профессий остается не так много, да, то есть некоторые подразумевают под творческими профессиями там искусство, то есть рисование, там танцы, скульптуру, музыку, да, и для них это все творческие профессии. Но если мы так взглянем, по сути, вот даже те, кто пишут код, да, программисты, они полностью творческие люди, потому что они вот эти вот программы, да, какие-либо приложения, сайты придумывают полностью из ума, да. Конечно, мы берем ситуацию, когда они пользуются искусственным интеллектом, но так или иначе, искусственный интеллект в данный момент это просто помогает нам как-то работать, да. Он полностью не заменяет человека, не на 100%, по крайней мере, на данный момент. И вот взять SMM-креаторов, да, всяких там, не знаю, тех, кто сейчас в данный момент создает для ТикТока, Инстаграма, OnlyFans, да, и любых других сервисов, моделей на основе искусственного интеллекта, да, тех, кто, ну, я подразумеваю тех, кто полностью сейчас погружен и зарабатывает на сфере интернета, да, на съемке видеороликов, фотографий, какого-либо контента, это полностью творческие люди. И как-то Джек Ма, вот, основатель Алиэкспресса и Алибаба, да, говорил в одном из своих интервью, что будущее будет как раз-таки за идеями, за творческими людьми, да, но не будет за теми, кто, не знаю, учится там условно на каких-нибудь бухгалтеров, на математиков, на тех, кто занимается наукой, да, то есть вот этот вот технологический склад ума, он в скором времени вообще совершенно не будет нужен. Логический склад ума, да, если так сказать. Я вот даже покупала как-то давно книгу Советского Союза, которую преподавали в школах, да, раньше по этой книге. Книга эта называется просто «Логика», и там описано полностью, то есть про логику, как бы про логическое мышление, про то, как правильно в своей голове выстраивать какие-то умозаключения и так далее. То есть я ее, ну, полностью не прочитала еще, да, я прочитала несколько страниц просто, чтобы ознакомиться, но даже вот этих несколько страниц хватило, чтобы понять, что вот 99% определений, которые есть в этой книге, они современным людям неизвестны, то есть они современному поколению, подросткам и так далее,
они им будут полностью непонятны, да. И это к тому, что вот эта вот замена мышления людей искусственным интеллектом, да, то есть человек начинает слишком со временем полагаться на ответы там какого-нибудь DeepSeek, ChatGPT, там Cloud и так далее, да. Он задает один вопрос, он задает второй вопрос, он задает третий, пятый, 10, 20, 30 вопрос и так далее. И со временем превращается в то, что человек не может полностью жить без искусственного интеллекта. Он каждый день задает искусственному интеллекту какие-либо вопросы, да. И это сводится к тому, что эта проблематика уже более широкого спектра. Это скорее о человеческом одиночестве, да. То есть мы спрашиваем о ИИ, там, какие-то вопросы, спрашиваем советы и тому подобное, да. Конечно, мы раньше это делали, просто задавая вопросы Гуглу там или Яндексу, да, но это не отняло того факта, что нам приходилось все-таки искать эту информацию, да, читать статьи, то есть мы более глубоко в это погружались, и тем не менее наша эрудиция, она расширялась по мере того, сколько статей мы прочитали, да, какую информацию мы прочитали, мы взвешивали ту или иную информацию, да, находили какое-то более верное решение, читали опыт людей, да, а теперь, когда у нас есть ответ, который приходит к нам через секунду, мы уже не занимаемся аналитикой, да, наша способность мыслить, она пропадает. И она будет пропадать и пропадать со временем, пока не останется лишь пустота в голове, пустота мысли, да, пустота разума, и пока наши нейроны, они не перестанут появляться, да, и будет лишь одно серое вещество. Даже вот сейчас это происходит, да, то есть я сама это замечаю на себе, и я стараюсь отгородиться от всего этого, и как будто, мне кажется, вот будущее, которое там есть у меня или у кого-то другого, да, там, у будущего поколения, у людей, которые меня окружают, оно не сулит вообще никакого развития. То есть почему? Потому что вот этот разрыв социальный, да, те люди, которые быстро становятся богатыми, как их раньше называли, ну, воришами, я не помню, да, которые быстро богатеют. Эта же ситуация повторяется сейчас, да, люди, которые развиваются в искусственных технологиях, да, в ИИ, которые развиваются как раз-таки в этой интернет-сфере, в медиасфере, да, потому что сейчас преимущественная сфера, на которой зарабатывают деньги, это медиасфера, кто бы что ни говорил. Но, по крайней мере, туда самый легкий вход, да, в отличие от каких-нибудь более закрытых сфер по типу, не знаю, инженерии, там, нефти, инвестиций и тому подобное, да, сейчас более открытый способ войти в какую-то сферу, это медиасфера. Но для медиасферы надо, опять же, быть творческим человеком, но не все люди творческие, и в этом, как бы, возникает проблема, да, вот, посмотреть на людей, которые зарабатывают там пятерочки, я не знаю, Wildberries, в магазине одежды, то есть, ну, вот эти вот обслуживающий персонал, да, эти люди могут быть, ну, как сказать, сколько угодно умными, сколько угодно иметь образование, без разницы, да, даже у меня там есть образование, у моих окружающих людей там есть образование, но каждый из нас является просто обслуживающим персоналом, да, обслуживающих тех, кто просто на какой-то процент более творческий, тех, у кого есть там деньги обучаться чему-то и тому подобное. Сейчас все образование полностью платное, да, полностью платное, не существует бесплатного образования, да, мы можем говорить про книги, которые есть в свободном доступе, про курсы и лекции, которые есть в свободном доступе, но это не заменит практического опыта, да. Но чтобы получить практический опыт, то есть это вот просто какой-то, ну, колесо Уробороса, да, ты хочешь практический опыт, да, ну, допустим, я не знаю, я хочу быть археологом, куда я пойду археологом без образования, то есть я не смогу устроиться археологом без образования. На что мне быть археологом, мне либо надо иметь там высокие баллы какие-то, да, после окончания школы, да, ну, то есть я школу вот давно окончила, конечно, но, к примеру, да, либо мне нужно иметь деньги, чтобы получить это самое образование, или не знаю, связи какие-то, да, чтобы быть археологом. Но даже если ты имеешь связи, тебя никто этому не научит в ремеслу. И
Да, там кто-нибудь может сказать, ну вот, ты можешь постараться, ты можешь учиться бесконечно, да, ты можешь сидеть часами там с какими-то учебниками, да, но когда тебе надо зарабатывать деньги, чтобы оплатить какие-то свои базовые потребности, тебе вообще совершенно не до какого-либо образования, у тебя просто нету времени банально, чтобы что-то изучать, да, то есть у тебя остается, ну, может, 2 часа в неделю, и ты это изучаешь, конечно же. И современная экономика, это деньги на учебу никогда не накупишь, да. Ты пока какой-нибудь свой бизнес не откроешь, по крайней мере, ты деньги не откроешь на учебу, не накопишь на учебу. И это может продолжаться просто до бесконечности, да. Пока тебе там 50 лет не стукнет, ты не получишь то, что ты истинно хочешь, да. Вот люди говорят о своих каких-то истинных желаниях, да, то, чтобы найти себя, там, найти свои истинные желания и тому подобное. Да я знаю свои истинные желания, я прекрасно их знаю, я знаю их там с 0 лет. Но если у меня деньги на выполнение этих истинных желаний? Нет, нету, конечно. И неизвестно, когда они появятся, да. И ты просто, понимаете, вы существуете, вот я, вот, другие, да, ну, может, кто-то этого не создает. Вот этот вот, ну, назову просто прямо вот низший класс, да, вот я низший класс, еще кто-то низший класс. Для меня низший класс те, кто зарабатывает до 200 тысяч рублей, да, месяц. Это низший класс считается. Современная экономическая ситуация – это низший класс, по сути. К примеру, вот я иду в магазин, да, за продуктами один день, то есть мне обходится, вот один день я покупаю продукты там в пятерочке, допустим, или в магните, да, 1000 рублей. То есть 30 тысяч рублей там плюс-минус, да, обходится как бы пропитание, условно 30-50 тысяч обходится жилье съемное, да, бытовая химия, ну давайте там 5000 в месяц, да, к примеру, 5-8 тысяч в месяц, то есть вы понимаете сами, да, что 1000 рублей в день это приблизительно число, которое тратится на продукты, да, по сути больше намного выходит, и все для того, чтобы там приготовить, не знаю, какой-нибудь один суп. Вот даже вот я, допустим, готовила крем-суп, и у меня крем-суп обошелся в 1500 рублей, хотя я не покупала дорогие продукты, я покупала в пятерочке, да, и это суп, которого хватит там на 2 дня, на 2-3 дня, да, на меня одну. Когда вы живете не один, понятно, что, ну, условно, часа 3-4, все, эти продукты закончились. И поэтому я вам говорю, что 200 тысяч рублей на данный момент это низший класс населения. Да, то есть в моем окружении много людей, которые зарабатывают столько денег, но я смотрю как бы на их быт, и они реально, вот если то, что вот нулевые считалось, то, что ты 200 тысяч зарабатывал, что ты чуть ли не миллионер, да, то сейчас это просто, ну, тебе еле-еле там хватает на удовлетворение каких-то своих потребностей. Ты даже не можешь никуда там за границу на отдых выехать, да. Это плюс, если там у тебя есть кредит или ипотека, да и ты сейчас даже ипотеку не возьмешь, если ты зарабатываешь 200 тысяч рублей. И на самом деле в этой ситуации, да, ситуация социального расслоения некого винить. То есть кто-то там может написать, конечно, про политические ситуации, да, про чиновников, про депутатов, но по факту, да, все, что мы видим, это какое-то психологическое расслоение общества, я бы так сказала, да. Слишком быстрое развитие человечества поспособствовало тому, что люди просто на уровне мышления не готовы к этому. По сути, как я уже сказала, монархия никуда не ушла, да, даже не в плане какого-то правления, а в плане вот отношения людей друг к другу, да. А, я вот знаю, вот, допустим, ну, кто бы что ни говорил, мы понимаем, что богатый человек не станет встречаться с бедным человеком, бедный не станет встречаться с богатым, человек высокого образования не станет встречаться с человеком со школьным образованием, да, и проблематика этого не в том, что им не о чем будет поговорить, а банально в том, что просто обычная поговорка, да, встречает по одежке, провожает по уму, да, мы так скажем. То есть я вот, допустим, знаю, как я выгляжу тогда, когда, то есть я имею, ну, достаточно денег, чтобы себя как-то привести в порядок, да, и знаю, когда у меня нет денег, чтобы привести себя в порядок. И я, конечно же, замечаю, как ко мне люди относятся, когда там выгляжу идеально с иголочки, как относятся, когда я не выгляжу идеально с иголочки, да. Будет всегда присутствовать это внутреннее ощущение того, что ты недостаточен для партнера, который, к примеру, богаче или который образованнее тебя, да.
Конечно, хорошо, если там этот человек тоже способствует тому, чтобы как-то тебя поднять, по социальной лестнице, да, как-то дать тебе образование. Но таких людей очень мало, да. В большинстве случаев просто все оканчивается рыночными отношениями, да, где другой даёт что-то одно, другому человеку, этот человек это получает, и как бы это все отношения. Меня это, я бы сказала, корёжит, да, то есть тот факт, что реально вот эта аристократия, вот эта монархия. Я вот являюсь, ну вот я вот сколько вот работаю обслуживающим персоналом, да, вот по сути, вот любая работа, любой магазин, куда вы идете, там автосалон, мастерская, маникюр, педикюр, там волосы, магазин, да, почта, да куда угодно, то там все работает обслуживающий персонал, который вас обслуживает, да, и я там являюсь обслуживающим персоналом. То есть я вот смотрю на людей, которые ко мне приходят, да, иногда, ну я вот вижу, то есть, ну, какой у них примерно заработок, я могу как-то представить, да, какого они там положения. То есть вот эти люди ко мне приходят, я вижу примерно, какое у них социальное положение, и я вот часто сижу и думаю, что у меня никогда не получится изменить свою жизнь, да, у меня никогда не получится вырваться из того, что предопределено было при рождении, да, что если не появится какой-то случай, просто взятый из книжки, у меня никогда не получится изменить свой социальный класс. И это вот, это так тяготит на самом деле, что буквально тебе надо работать на эти корпорации, да, на корпорации, которым плевать на тебя, плевать на рабочий класс. И это все, ты понимаешь, это все с годами будет ухудшаться и ухудшаться. Это все становится хуже и хуже. И как будто в конечном итоге, в конечная точка, да, вот этого человеческого сознания, самосознания, она действительно придет к тому, что внутри просто не останется ничего. Как будто нас заставляют просто отупеть, ни на что не надеяться, да, эти корпорации. Можно говорить, что это все сделано для людей, но эта иллюзия того, что это сделано для людей, она окажется правдой лишь до какого-то момента, лишь несколько лет, но потом ты замечаешь, да, что все это разваливается, все это приходит в негодность, и ничего хорошего за этим не следует, что это лишь как будто новый какой-то наркотик, да, которым тебя пытаются впихать его. Большинство людей, они словно боты, которые этого не замечают. Ты живешь, а весь этот мир словно пластиковый, настолько пластиковый, что даже тошно становится. Ты пытаешься осознать этот мир, да, ощупать его каким-то чувством, да, не знаю, шестым. Ты пытаешься притвориться, что ты тоже часть всего этого мира, но ты видишь вот эту просто иллюзию, ты видишь эту пластиковость, и ты как будто в каком-то другом пространстве, как будто ты в закулисье каком-то находишься, и это пластиковое небо, да, пластиковые люди, пластиковая экономика, капитал, деньги. И ты просто смотришь на все это, и я вот говорю, это реально такое ощущение, как будто ты находишься в каком-то закулисье. И твой разум, он в этом лабиринте, он заперт под чем-то, и ты не можешь из этого выбраться. Я даже говорю не про какую-то дереализацию, нет, то есть ты полностью, ты смотришь на мир, и ты осознаешь его ясно, да, ты там видишь его, у тебя ничего не расплывается, а, ты не смотришь на себя со стороны, там, не смотришь на себя там какого-то ракурса другого, нет, ты смотришь на себя ясными глазами, видишь там ясно, да, и тем не менее, это внутреннее чувство какой-то фальши, какой-то подмены, оно ощущается, да, словно вот с кем бы ты ни встречался, какие бы отношения ты ни заводил, а вся твоя семья, там, твои возлюбленные, ты сам, все это создано как будто из какой-то глины, и в эту глину словно запихали какой-то фарш из эмоций, ну так это мной ощущается, да, и ты пытаешься вытащить это и привести в порядок, в какую-то гармонию,
и ты пытаешься сделать то же самое с другими людьми, но ты видишь лишь какую-то м, монстрообразное скопление чужих эмоций, этого внешнего мира, и ты не понимаешь просто, что происходит вообще, на какой планете ты, на Земле или каком-то другом мире. Ну, вот так это мной ощущается. То есть человеческое существование мной ощущается именно так, что это просто вот с моего рождения до нынешнего дня это просто какая-то марионеточная игра, да, и есть люди, которые этим управляют, да, и ты на это смотришь, такой думаешь, неужели вы не видите, что все это просто фальшь? Почему, почему вы соглашаетесь? Нет, я понимаю, почему вы соглашаетесь играть в эту игру, да, но вы можете соглашаться, но почему ваши эмоции такие же фальшивые, почему ваши действия такие же фальшивые, лица фальшивые, буквально все человеческое тело. Не знаю, это записываю, потому что это во мне сидело, да, я понимаю, что мне надо это высказать. При этом я не до конца это могу облечь в ту форму, в которую я хочу это выразить, да, потому что это сложно писать словами, что я ощущаю, но более близко это к тому, что еще, знаете, я пишу. Я вот читаю какие-нибудь комиксы, да, или смотрю там сериалы. Я понимаю, что я наблюдатель всего этого, да, но при этом, то есть я беру точку зрения того, что есть в этой картинке, в этом изображении, в этом сериале, да. Я понимаю, что это там 2D, да, то есть 2D пространство, то есть я не могу туда войти, но настоящий мир ощущается точно так же, словно я нахожусь в 2D пространстве, в которое я не могу войти. Я лишь на один шаг туда вступила, но дальше меня не пускают. Я застряла просто в этом межпространстве, из которого я не могу выйти, и я словно заглючила в текстурах, поэтому я не могу осознать как бы и понять других людей. Я вижу других людей, и для меня я воспринимаю это все словно я нахожусь в каком-то комедийном шоу, да, и я живу эту жизнь, играя какого-то персонажа или актера. То есть я даже не на главной роли, конечно. Ну, знаете, как в шоу Трумана, да, только это все не подставная фигня, но я осознаю, что это подставная фигня с самого начала, да. Я пытаюсь выбраться из этого, но у меня не получается. И вот это вот, знаете, религия, да, вот религия, я пыталась там уйти в разные религии, да, ну не то, что уйти в разные религии, я пыталась осознать тот факт, м, как бы вот эти вот сновидения те же самые взять, да, я с самого начала начинала с них, да, идя в магию, идя в религию, начинала как пришла это со сновидения, да. Я хотела понять, можно ли просто уйти с этого мира, да, так сказать, выйти из игры, не значит, что умереть, да, как-то, сменить парадигму восприятия, мышления. И да, это возможно, конечно, да, но хуже всего то, что нужно каждый день постоянно поддерживать это состояние, чтобы быть в той точке пространства, в том восприятии, да, которое есть у тебя в осознанном сновидении или в астрале, без разницы. Да, ты живешь на два мира, ты живешь на два мира, ты живешь на земле, ты живешь в этом сновидении, в этом астрале, да, в другом теле, в другом разуме, неважно, в разуме другого человека, да, в чем угодно разуме ты можешь быть. И это хуже всего, что ты понимаешь, что есть другая жизнь, и у тебя возникает точно такое же ощущение, словно ты застрял одной ногой в 2D пространстве, и ты не можешь из него выбраться, и не можешь в него войти, да, одновременно. И ты находишься просто в каком-то реально бэкрумсе, твой разум, каждый день проживающий это, он не то что сходит с ума, но твои эмоции словно атрофируются, да. Ты думаешь, а зачем там мне какая-то привязанность, любовь, секс, дружба,
родственные связи, если все, весь этот мир ощущается просто марионеточным. Да, эти люди там, допустим, когда-то умрут, там, я умру и так далее, да, но при этом смерть как таковая, она не осознается настоящей. Даже смерть не осознается настоящей. Смерть словно, знаете, словно ты вышел из игры. Я не знаю, просто много у меня ассоциаций с играми, да, потому что мне всегда так и кажется, что мы просто в какой-то вселенской игре, мы надели VR-очки, и мы живем эту жизнь. 90% людей, существующих на Земле, они не понимают, что у них одеты VR-очки. А, может, кому-то мои видео покажутся максимализмом в некоторой степени, может, я говорю какие-то очевидные вещи, но просто я вот в своем каком-то поле восприятия, да, среди своего окружения не вижу обсуждения этих вещей. А я эти вещи хочу обсуждать чуть ли не ежедневно, да, потому что понятно, что это теория, понятно, что эти обсуждения, этот светский диалог не ведет к какому-то конкретному решению, да, но вот это вот философствование, я считаю, в современном мире его не хватает, то есть праздные разговоры, они на каждом втором шагу, найти каких-то людей, которым бы было реально интересно слушать и обсуждать то, что вот говорю сейчас я, ну, это достаточно трудно, да. И еще хуже, я не знаю, почему об этом не говорят, да, что человек с возрастом становится тупее, вот реально. То есть нет, ты можешь, конечно, быть гением своей деятельности, да, но я вот говорю на своем примере, допустим, вот какое там была в детстве, в подростковом возрасте, да, ну, условно, какой была там до 20 лет, да, как будто мои нейроны в мозгу, они работали намного быстрее, да, то есть у меня было больше каких-то идей, больше какой-то смелости, больше инициативы, да, но с годами словно все это просто развеялось, словно все это пришло в негодность. И я словно вот на той картинке, где стоит Ламборджини в пыльном гараже, да, которая не смогла реализовать свои идеи. Вы бы знали, сколько идей у меня было там в 14 лет, да. Но я не знаю, на уровне, блядь, Илона Маска. А, подумала сейчас об этих идеях, да, и у меня нет просто никаких сил их реализовывать. Я понимаю, что мое время прошло. Я понимаю, что это время прошло также потому, что а, нынешняя ситуация в мире, она никак не способствует реализации моих идей, да. Что корпорации, существующие сейчас, которые просто пожирают рынок, они никак не способствуют зарождению каких-то гениев в своей отрасли. Да, если у тебя там нет связи, если у тебя не были богатые родители или родственники и тому подобное. Хуже всего то, что ты знаешь, вот когда у тебя есть богатые родственники, да, или родственники со связями, но им на тебя все равно, да, и ты живешь, и ты себя ощущаешь отщепенцем, каким-то бастардом. Я смотрю эти сериалы про бастардов, я читаю книги про бастардов, да, и каждый автор, который это написал или который это снял, каждый сценарист, словно он прожил мою жизнь, да, настолько просто эти книги, эти фильмы, они вот про меня, про мое внутреннее состояние, про мой быт, да, что я словно опять же нахожусь в каком-то бэкрумсе, в каком-то сне, где мое восприятие, да, где мой внутренний разум начинает транслироваться в коллективное бессознательное, и это коллективное бессознательное, это инфополе, этот эгрегор, он мне показывает, он мне транслирует, зеркалит саму мою жизнь. И ты каждый раз думаешь о том, как разбить это зеркало, как выбраться и как начать жить настоящей жизнью, не находиться в каком-то зазеркалье. Причем, вы понимаете, вот это вот социальное расслоение, оно... Ты можешь стать богатым, да, ты можешь иметь деньги. Вот, допустим, я жила в отеле, номер которого в день стоит там 60 тысяч рублей. Я жила в хостеле, платя за хостел 7 тысяч рублей в месяц, да. Но в какой бы ситуации я ни находилась, в каком бы доме я ни находилась, в каком бы отеле красивом я ни находилась, да, живя я в хостеле,
Я никогда не уберу тот то внутреннее рассвоение внутри своей генетики какой-то, да, которое меня преследуют, да, то есть те, ну, реально богатые люди, которые зарабатывают еще не просто миллиард рублей, да, которые поколениями богаты, которые поколениями копили капиталы, да, как же опять я говорила. Есть быстро разбогатевшие, да, а, есть просто средний слой населения. И этот разрыв между низшим классом и даже средним слоем населения, он настолько широк, что ты даже общаясь не с богатыми людьми, а просто со средним классом населения, чувствуешь себя реально каким-то отщепенцем. Ты чувствуешь себя крестьянином, который пытается взять подачку у своего хозяина, но ничего не получается. То есть сколько бы ты ни страдал, сколько бы ты ни работал, это генетика, да, то есть которая идет, не знаю, еще со времен Российской империи и дальше, она тебя будет преследовать и преследовать, сколько бы раз ты ни рождался. Ну, а может, я просто слишком драматизирую, слишком много думаю, да, и по факту это такие вещи, о которых не стоит задумываться, да, просто стоит наслаждаться жизнью, да, я не говорю, что я не наслаждаюсь жизнью, я наслаждаюсь ей, естественно, но истинно, подлинно я смогу насладиться жизнью, когда я буду полностью свободна, да, даже, не знаю, можно иметь долги и быть свободным, можно не иметь долгов и быть свободным, но я скорее про внутреннюю свободу, да, когда ты все-таки разобьешь там какое-то это зеркало между тобой и настоящим миром, да, и начнешь нормально воспринимать людей, как настоящих людей, а не как просто каких-то иноземцев, которые одевают на себя человеческую кожу и пытаются притворяться людьми. Да, спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам это видео, ну, что дало, да, то есть какие-то размышления. Если у вас есть какие-то комментарии, тоже напишите их. Я их прочитаю, отвечу. Спасибо за видео, спасибо за просмотр. Всем пока.